Тельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на март 2023 года. Мы с вами уже плавно входим в весну, входим в перемены, поэтому посмотрим, что же вам приготовил первый весенний месяц. Помогут мне сегодня в этом Суфи Таро, а также языческий Ленорман. Будем смотреть, что вас ожидает. Итак, общие энергии месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Сейчас я выложу арканы. Так, надеюсь, вам хорошо видны. Мы с вами приступаем. Итак, общие энергии месяца. У вас падает аркан Императрица. Ну, не зря, так сказать, Венера входит в ваш знак. Она, знаете, как очень комфортно себя чувствует в Тельце, и Императрица это подтверждает. Это акцент на красоту, на молодость, на смену имиджа, на улучшение внешнего вида, будь то косметология, пластическая хирургия, просто, там, не знаю, массажи, какие-то, знаете, как физическая активность. Может быть, новый вид спорта для вас, который больше подходит, больше актуален. Смена имиджа, смена гардероба – это актуально как для мужчин, так и для женщин. Потому что, в прямом смысле слова, по Императрице это цвести и пахнуть, это процветать. Конечно же, сама по себе карта может говорить и о создании союза, и о новом статусе. То есть там стать супругой или просто войти в отношения. Или для мужчины это обретение как женщины, дамы сердца, укрепление отношений с кем-либо. И вопросы плодородия. Не обязательно это появление ребенка. Это может быть рождение для вас новых проектов, и ваша новая активность, новые начала, которые принесут вам результаты ваших трудов. Поскольку карта многогранна, будем с вами ее прояснять и уточнять, в какой из сфер она будет в большей степени для вас созвучна. Итак, что же здесь? Императрица и Луна. Ну, конечно же, еще раз, плодородие, зачатие, деторождение, это понятно, это факт, но и все-таки изменения, причем изменения внутренние, потому что в данном случае эти карты говорят о той энергетике, которую вы будете излучать, о той харизме, которая будет манить и притягивать. В какой-то степени как темная лошадка, потому что, знаете, как, в связке этих карт это в первую очередь показывать, насколько вы полны жизненных сил. Опять же, эти карты указывают на аспект гнездования, потому что Императрица Луна – это заниматься жильем, обустраивать жилье, зона комфорта, создание обстановки, пусть даже в офисе, знаете, когда вы приходите и чувствуете себя как дома, то есть настолько уютно, настолько все обволакивает этой атмосферой, что вам хочется там быть как можно больше времени. Опять же, посещать места, выставки, наслаждаться культурой, эстетикой, впитывать в себя эту энергетику. Карты здесь более чем продуктивны. Если смотреть вопросы работы, десятка жезлов, могу сказать так, работой вы будете загружены по самое не хочу. Много проектов, много целей, много задач, но вы понимаете, для чего и ради чего вы это делаете. Потому что везет тому, кто сам везет. Смотрим эту ситуацию для каждого из вас, для разных социальных слоев населения. Итак, в первую очередь просматривая для тех, кто у нас не работает. И здесь десятка жезлов и звезда указывают на ситуацию появления новых возможностей. Пусть вам это будет тяжело совмещать с текущими бытовыми обязанностями, с вашим режимом дня, с устоями. Но здесь есть возможность как раз реализовать свои таланты, которые вы длительный период не раскрывали. Причем, видите, это будет характерно в большей степени для тех, у кого у нас дервиш или отшельник, кто сейчас находится на пенсии. Как для вас появятся возможности. То есть будь то вы, не знаю, там, репетитором, помощником или там лепите вареники и пельмени на продажу. Но это я утрированно, да, у вас ниша может быть абсолютно любая. Это я просто вам даю такой краткие наброски, где вы можете себя раскрыть или реализовать. Будет тяжело в какой степени? В плане адаптации, но вы понимаете, что для вас это и социум, и общение с людьми, и дополнительный заработок. Для тех же, кто у нас в статусе соискателя, десятка жезлов и мир, это прекрасно. Это трудоустройство либо через интернет, дистанционно, потому что эта карта сама по себе предполагает.
Для кого-то, безусловно, это может быть переезд, эмиграция, смена места жительства с целью трудоустройства. Допустим, вы нашли работу за рубежом, вам открыли рабочую визу, прислали приглашение, все, вы отправляетесь. То есть для вас, опять же, открыты все двери, новый статус, новые перспективы. Для тех же, кто у нас наемный сотрудник, 10 жезлов и 2 чаш. Вопрос кооперации. Это может быть предложение о новой вакансии или совмещение 2 работ. Вот поэтому 10 жезлов указывает на то, что это будет тяжело. Но, тем не менее, вам все по силам и все в радость. 2 чаш говорит о том, что вы это будете делать с душой, с любовью, и это будете делать не только ради материального вознаграждения, да, но по призванию своей души. Если же у вас свой собственный бизнес, то 7 чаш и 10 жезлов – это несколько проектов, за которые вы хватаетесь одновременно, и вас на все и всех не хватает. Не хватает именно физически. Будете переживать, как это все тянуть, как это все успевать, но тем не менее вам это будет по силам, будет по плечу. Если мы посмотрим с вами финансовую составляющую, здесь у нас падает дочь Пентаклей, ну или паж Пентаклей. Как показывает карта, во-первых, это траты на детей, но в плане доходов это доходы средние, то есть они не являются какими-то большими, но тем не менее здесь это речь идет больше о том, что вы во что-то инвестируете, имеющиеся у вас ресурсы, и будете ждать ситуации, когда же взойдет ваш урожай. Карты здесь не говорят о режиме экономии, нет, абсолютно, это просто, знаете, как во что-то вложить и ждать этих дивидендов. Финансовая ситуация у вас здесь стабильна. Вопросы здоровья по королю жезлов. Это замечательное состояние души и тела, ментального здоровья, в принципе, состояние вашего духа. Это активность, это, знаете, жизненная энергия, которая из вас так и прет. Желание жить, творить, любить, действовать, поэтому и со здоровьем здесь все прекрасно. Для мужчин это, знаете, как повышенный уровень либидо, повышенный уровень тестостерона. Поэтому хочется внимания, хочется активности и, знаете, как активных действий. Если смотреть личную жизнь, здесь у нас, как мы видим, ложится сын жезлов. Карта, которая указывает здесь на ситуацию знакомства. Для кого-то это знакомство может быть на расстоянии, для кого-то это знакомство может быть в дороге. Для кого-то это просто как вспыхнувшая страсть уже состоявшихся взаимоотношениях, как переход отношений на новый виток, новый уровень. Будем сейчас это смотреть, будем прояснять эту ситуацию. Итак, для тех, кто у нас свободен, что будет здесь? 2 мечей. Аркан, который указывает, что вы пытаетесь закрыться, абстрагироваться от эмоций, которые вас тревожат. Почему я так говорю? Потому что на дне колоды туз чаш. Все-таки кто-то взбудоражит ваше сердце. И вы будете пока что не готовы к такому хаосу в вашей жизни. Будете пытаться держать дистанцию, но вряд ли вам это поможет. Потому что эмоции действительно здесь вас захлестнут. А для тех, кто у нас находится в любовных треугольниках, здесь 3 мечей. Ситуация, которая разбивает вам сердце, потому что вы к человеку пылаете страстью, но видите, по 2 пентаклей дно колоды указывает, что, к сожалению, увы и ах, здесь вас с кем-то сопоставляют, сравнивают, и вы пока что находитесь на 2-х ролях. Поэтому могут быть с вашей стороны, знаете, как ситуации принятия решения, а стоит ли здесь оставаться в этом союзе. Потому что отношения, которые вас испепеляют, вас ранят, поэтому многие могут от них отказаться. Что ожидает тех, кто у нас в стабильных связях? Здесь у нас, как вы видите, падает рыцарь Пентаклей. Карта стабильности. Может быть, в чем-то скуки и рутины, но тем не менее стабильных отношений. Здесь нет никаких перемен или колебаний. Здесь могут быть какие-то совместные поездки на отдых. Ситуация, когда вы напитываетесь новыми эмоциями, новыми впечатлениями. Ну и как следствие это укрепляет и сплочает ваш союз. С точки зрения рекомендаций и совета на этот месяц. Здесь ложится 6 чаш. Это карта погружения в прошлое, какие-то ностальгические моменты. Это общение с людьми из прошлого, будь то друзья, родственники, коллеги, одноклассники и так далее. То есть, знаете, такие ностальгические моменты. Для кого-то поездки на родину, либо в те места, где вы выросли, либо жили длительный период, поездки к родственникам. Почему я это говорю? Потому что, смотрите, дно колоды у вас
5 жезлов. Это ситуация, знаете, как спортивного интереса. Здесь даже это как бы просто изображена конкурентная борьба. Это как желание поехать в те места, где вы были ранее, и посмотреть, насколько вы их выросли, переросли, насколько вы изменились. Для кого-то закрыть свой эмоциональный гештальт, если вас что-то очень сильно беспокоило. Ну а в целом карта, которая вам говорит и акцентирует внимание на том, что уделяйте больше внимания близким, вашему роду, вашим родным людям, потому что это ничем не заменимые и неоценимые моменты. И посмотрим с вами неожиданность этого периода, этого месяца, какая здесь будет ситуация в целом. Так. Луна, рыбы, женщина. Ну, девчонки, для вас здесь, ну, я понимаю, что не для всех это актуально, но тем не менее, для многих, особенно тех, кто планировал, это ситуация зачатия и деторождения. Тут вопрос трансформации. Если для мужчин, смотрите, это, знаете, как ситуация, когда вы обретаете ту женщину, которая станет матерью ваших детей, вашей супругой. Смотрим ситуацию в целом, потому что, еще раз сделаю акцент, не для всех актуальный вопрос зачатия и деторождения. Что здесь у вас будет такое? Клевер, всадник, ключ. Ну, для вас это плодотворные поездки, это новые открытия, это новые горизонты, это новые возможности. Для кого-то это еще решение вопросов, связанных с поездкой, с переездом, со сменой места жительства и решение вопросов, связанных с логистикой. Ну, допустим, вы куда-то не могли добраться, у вас там нет ресурсов, либо нет своего транспортного средства, то есть решите эти моменты. А для кого-то, в принципе, решите вопросы мобильности, то есть этим транспортным средством обзавестись. Поэтому в этом аспекте месяц для вас более чем продуктивен. Ну, еще Луна, рыбы и женщина – это как трата финансов на женщину, на ваших близких, на ваших родственников, для мужчин, на супругу, на мать, на женщин вашего рода. Поэтому вот такая здесь ситуация. Мы, конечно же, для вас весь негатив перекроем позитивом. Пусть в вашей жизни будут только яркие и радужные моменты, пусть ничего не сокрушает и не портит вашего настроения. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать и напишите, как для вас отыгрался данный расклад и данная информация. Я вам буду крайне признательна за обратную связь. Всех целую и до новых встреч!